Всем здорово, чуваки! Сегодня у нас супер странный ролик с супер необычной идеей. Как вы поняли по названию и превью этого видео, мы хотим вместо спиц на колесе велосипеда установить спагетти. Вы только представьте, это обыкновенные макароны, это еда, это тесто. Такой идеи мы еще нигде не видели, ну а вы тем более. И пересмотрев подобные ролики на ютубе, максимум, что мы смогли найти, это то, как вместо покрышки на велосипед устанавливали какие-нибудь мячики или кроссовки. Смотрите, у нас есть вот такой вот велосипед. Мы очень долго его искали, потому что нам очень важно, чтобы длина спиц его колес совпадала с длиной спагетти. Мы взяли спагетти популярной фирмы, и главное, что они из твердых сортов пшеницы. Будет ли это значить, что наши спицы будут максимально прочными? Узнаем. Смотрите, достаем одну спагеттинку, прикладываем к колесу и видим, что она идеально сюда подходит. Но если мы возьмем одну спагетти, ее будет сломать очень просто. Но если мы возьмем целую пачку, то тогда это будет очень сложно, потому что весь вес будет распределяться на все спагетти. Так как основной вес на велосипеде приходится именно на заднее колесо, эксперимент мы будем проводить с передним, так как на него приходится меньше веса. В теории у нас должно все получиться, потому что нагрузка на спагетти будет делиться на 2, так как центр колеса будет не только давить, но и тянуть. Давайте узнаем. Давайте представим, что этот ролик длится на 5 секунд дольше. 5 секунд это очень мало, но даже этого времени хватит, чтобы спуститься под этот видеоролик и нажать на красную кнопку подписаться. Ну а самый быстрый из вас даже успеет поставить лайк. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте много-много лайков, а мы приступаем к эксперименту. Для начала нам нужно снять переднее колесо. Так, переворачиваем велик, как это делали раньше в детстве. И откручиваем колесико. Снимаем колесо. И сейчас нужно снять покрышку для того, чтобы вытащить спицы. Как это делается-то? Тяжело, блин. Давай. О, есть. Фу. Сейчас при помощи кусачек удаляем спицы. Вы спросите, почему? Да потому что колесо у нас старенькое, и многие спицы уже приржавели, и открутить их невозможно. Кстати, ребят, здесь была еще вот такая вот штука. Если вы знаете, для чего она, напишите внизу в комментариях. Спицы удалены, но не все, для того, чтобы не потерять наш центр. Но перед тем, как клеить спагетти, нам нужно почистить каретку. И, кстати, ставьте лайк те, кто заметил, что это значок Мерседеса. А также нужно очистить обод. При помощи тряпочки протираем колесо. И самое грязное — это центр. Вообще чистота. Вы только гляньте, оно как новое. Его можно в магазин на продажу отдавать. Но продавать, конечно же, мы его не будем. Мы будем клеить спагетти. А сделаем это при помощи термоклея. Прикладываем спагетти и приклеиваем. Ребята, вы только гляньте, какое у нас колесо получилось. Оно даже лучше, чем оригинальное. Мы сюда наклеили 70 спагетти, и это заняло у нас полчаса. Но для начала мне хочется узнать, смогу ли я проехаться на таком колесе. Ставим колесо. Так, давайте перевернем велосипед. Ставим аккуратненько. Я очень переживаю за колесо почему-то. Надеюсь, оно меня сейчас выдержит. То, что велосипед стоит, это уже радует. Давайте попробуем на него сесть. Слушайте, ну держит. Давайте попробуем прокатиться. Смотрите, некоторые спицы гнутся, но не ломаются. Это уже радует. Так, ну что, ребята, у меня есть отрезок примерно в 5 метров. Попробуем его проехать. Я готов. Мне кажется, они не сломаются все. Ладно, на счет 3. 1, 2, 3. Слушайте, ну, неплохо. Некоторые, конечно, сломались, но все равно, смотрите, большинство выжило, значит, это хороший результат.
И то, мне кажется, потому что старые спицы это все держали. Я думаю, сейчас стоит сделать так. Удалить оставшиеся металлические спицы и заполнить колесо по максимуму спагетти, насколько это возможно, и попробуем на нем прокатиться. Как вы думаете, сможем ли мы это сделать или нет? Напишите в комментариях, а мы сейчас заполним колесо оставшимися макаронами. Так, ребят, у нас появилась одна проблема. Мы откусили спицу, и от этого у нас ломаются спагетти. Что теперь делать дальше, я даже не знаю, как это все клеить. Давайте попробуем сделать так. Мы наклеим здесь, в пустых местах, как можно больше спагетти, чтобы это хорошо держалось, а только потом удалим старые металлические спицы. Я надеюсь, у нас все получится, и мы сможем прокатиться. Мы не можем клеить спагетти лежа, потому что у нас центр уже расхлябанный, как видите. Поэтому мы будем клеить все это на велосипеде. Да, уже 8. Ребята, прошло уже 1,5 часа с тех пор, как мы клеим эти спагетти на колесо. Нам осталось только удалить оставшиеся металлические спицы и приклеить вместо них спагетти. И будем кататься. Точнее, проверим, сможем ли мы прокатиться хотя бы метр. Это уже будет прогресс. Я надеюсь, сейчас у нас центр не отвалится от того, что мы откусим спицы. Но это нужно сделать обязательно. Погнали. Это мне напоминает фильм, знаете, нужно перекусить какой-то провод, чтобы ничего не взорвалось. Вот здесь то же самое. Осталось 3 спицы. Пока что на этом держится колесо. Я не знаю, давай, наверное, заделаем, вот эти сейчас. И потом откусим остальные. Слушайте, но мы уже 3 пачки клея использовали. Мне уже кажется, что должно как минимум на клею оно поехать все. Конструкция с виду хлюпкая. Я думаю, не поедет. Но если она поедет, я просто офигею, блин, то, что мы натворили здесь. Но смотрится довольно-таки прикольно, короче. Это такое, знаете, типа... Диск на велик. Вы когда-нибудь делали диски на велике? Если делали, то напишите в комментарии. Мне кажется, Серега просто клюнет лицом об бетон. Вот этот. Слушайте, ребят, я уже не знаю, типа, возможно это или нет, но мне кажется, хотя бы метр реально проехать, потому что спагетти тут очень много. Просто нереально. 2 пачки сюда вбухать, я думаю, еще пол-пачки здесь добить, и точно можно ехать. Я боюсь только за то, что если мы 3 оставшиеся спицы металлические уберем, мне кажется, колесо сразу может отвалиться, не знаю. Но я думаю, количество спагетти должно затащить по-любому. Должно все получиться. Ребята, наше колесо почти готово. Осталось всего лишь откусить оставшиеся металлические спицы и доклеить пробелы. Осталось всего 3 металлические спицы. Я надеюсь, колесо сейчас не развалится от этого, если мы их уберем. Держится. И последняя спица. Я надеюсь, я смогу на нем прокатиться. Мне очень интересно уже. Очень хочется прокатиться, но давайте доклеим остатки. Ребята, мы наконец-то закончили это гребаное колесо. Мы приклеили все спагетти, которые возможно, сюда. Мы пытались считать во время поклейки, сколько их штук, но на самом деле мы сбились в какой-то момент. И сейчас понимаем, что примерно их здесь где-то 1500. Вы понимаете, 1500 спагетти мы наклеили на это колесо. Но давайте посмотрим для начала, как оно крутится. Крутим барабан. Слушайте, ну, по-моему, все круто. Но на самом деле не так все круто, как кажется. Посмотрите с этой стороны. Вы только гляньте, какая тут 8. Но я думаю, это нам не помешает проехать хотя бы 1 метр. Главное, что колесо нигде не цепляется, и это нам на руку. Давайте сейчас перевернем велосипед, потому что мне очень интересно узнать, будет ли он стоять под своим весом. Потому что, как вы помните, у нас нет металлических спиц здесь вообще. Остались только макароны. Поэтому давайте переворачиваем. Пах, помоги мне. Так, давай, Паха, держи. Главное не сломать его. Аккуратненько. Есть! Есть! Она стоит! Она стоит! Оно даже катится!
Вы понимаете? Так странно наблюдать за тем, что велосипед едет, несмотря на то, что у него вместо спиц обыкновенные спагетти, макароны, еда, блин. Да, ребят, забыл сказать, что мы не устанавливали покрышку на это колесо, потому что мы боимся, что мы тем самым можем сломать спицы, то есть эти спагетти, потому что они очень хрупкие, и можно как-то ненароком это сделать. Но так как основной эксперимент все-таки заключается в том, чтобы проехать на таких вот спицах, я думаю, покрышка здесь как бы особо роли не играет. Так, ну что? Подождите, я забыл шлем, Паха, дай ко мне шлем. Я очень боюсь, что может что-то пойти не так, я там, чтобы не ударился. Не, сам, ты держи, главное, велосипед, держи велосипед. Голова маленькая. Ой, большая. Все, отлично, мы готовы. Капец, как этот шлем жмет вообще, вы бы только знали. Это явно не по размеру он мне. О, я чувствую все мышцы, когда говорю. Ну что, мы готовы? Паха, ты готов? Готов. Он не уверен, что получится, конечно, но я думаю, что должно получиться хотя бы метр. Давайте для начала сядем. Я еще не сел, подождите. Если начнет хрустеть, я сразу еду. Если я услышу что-то не так, садимся. Он держит. Он держит. Он держит меня. Держит уже хорошо. Мне кажется, я могу улететь сейчас через руль просто, если что-то не так пойдет. Ну давайте, блин, страшно, капец. Раз, два, погнали. Офигеть! Вы видели? Это было настолько уверенно вообще. Через метр уже такой, ну все, пора ехать. Но, как вы видели, все получилось иначе. Я проехал целый метр, как и думал. Ну, не больше, правда. Ну, хотя, может, даже больше, может, даже 1,5. Но все-таки это получилось. Этот велосипед меня держал. Он держал на спицах из спагетти. И при этом я смог проехаться хоть немного. Единственный минус был в том, что я, когда начал поворачивать, у нас просто отклеился клей или что, я вот не понимаю. Давайте глянем сюда. Смотрите, идеально чистый обод у колеса и идеально ровная чистая поверхность у клея. То есть он просто выскочил из обода. Даже несмотря на то, что колесо у нас сломалось, половина спагетти абсолютно целые. Получается так, что мы сделали колесо из спагетти и клея целиком и просто вставили его в обод. Вы только гляньте, здесь все целое сверху. Я думаю, вы наглядно убедились в том, что там не было никаких металлических спиц. То есть это все целиком было из спагетти, и я на этом даже смог проехаться. Пусть и немного, но хотя бы 1,5 метра у меня точно получилось. Блин, я думаю, мне стоило поехать чисто по прямой, но спустя метр поездки я уже стал настолько уверен, что начал поворачивать, и получилось все так, как получилось. Поэтому, ребята, если вам нравится это видео, обязательно ставьте ему лайк, подписывайтесь внизу на канал. Спасибо. А я поехал дальше.